важную мысль, пока не забыл. Она не новая, но она такая свежая, и пока не забыл, скажу. Так, значит, счастье, сейчас я с этой стороны закрою. Счастье – это то, что нельзя перенаправлять в будущее. Иначе счастье превратится в ожидание счастья. Ожидание счастья – это не есть счастье. Вот. И счастье само нужно делать независимым. Вот как стремятся к независимости многие, да, в истории, так и счастье каждый человек мог бы делать независимым. Потому что зависимость счастья от чего-либо уменьшает это же самое счастье или просто сводит на нет. Ну, скажем, зависимость счастья от богатства. Все, если она образовалась, это зависимость. Счастья нет, если богатства нет. Зависимость счастья от достижения цели. Ну, богатство тоже в данном примере было достижение цели, но теперь просто любой цели. Все, прикрепили счастье к достижению цели, счастье стало зависимым. Оно не само по себе. Все, счастье исчезло оно просто. Оно превратилось в ожидание счастья. Вот было счастье, стало ожидание счастья. Я тебя все-таки открою тут. Тут коровы просто, я думал, люди, чтобы не мешать. Да, а это корова. Сейчас я молоко возьму. Поэтому счастье это не просто, здесь нужны... Чем больше полезных знаний, тем лучше. Бывает так, что человек и не знает, что случилось. А вот я и рассказываю, что может случиться. Вот как раз, что может случиться, да? Вот может случиться, что ты сделаешь счастье еще более зависимым. Понятно, что счастье так или иначе минимальные зависимости есть, конечно. Как я и говорил в самых ранних моих видео, что нужна безопасность, нужно вот это, вот это, вот это. Да, понятное дело, безопасность, чтобы ты мог нормально жить, чтобы ты не боялся выйти из дома и так далее. Вот этот минимальный уровень должен быть. Но мы не должны добавлять к этому новые зависимости. Иначе наше счастье потенциальное, которое могло бы быть, его просто может не быть. Оно прикрепится к будущему. Все, и у нас вместо счастья ожидание. Ну, я это уже говорил. Ну, повторение оно только полезно. Итак, не превращаем счастье в ожидание счастья. Делаем счастье как можно более независимым до вот этого уровня тех зависимостей, от которых счастье уже не может оторваться. Да, как я говорил, безопасность. Ну, чтобы было что кушать, что, во что одеваться, где жить и так далее. Да, вот эти базовые вещи. Но общение уже тут уже как бы это уже немножко другое. То есть общение, то, без чего можно жить, то, без чего можно быть счастливым и так далее, это другое. В общении мы можем что-то, да, делать, тем более можем даже через интернет общаться, пускай это не совсем то общение, как живое общение. Но есть вещи, которые базовые. Зависимость счастья от них всегда остается. А вот есть вещи, которые мы добавляем, все больше и больше добавляем, да. Например, захотел человек стать звездой Ютуба. Вот, пожалуйста. А разве для счастья нужно становиться звездой Ютуба? Нет? Вот он захотел это. И как-то автоматически прикрепил к этому свое счастье, свою радость. Все, вот все, что он хочет теперь вот это. Звездой. И у него не получается, что интересно. Ладно, если получилось, да? Вот где кроется опасность.
Кто-то, у кого-то получается, что-то нет. Кто-то умелый в чем-то, а кто-то нет. Но зачастую мы беремся вот, за то, в чем мы не умелые. И нам удача в этом либо не светит, либо такими маленькими искорками. Да, то есть мы не можем существенных успехов добиться и становимся не совсем счастливыми. А почему? Потому что мы привязали свое счастье к этому. Ведь для счастья не нужно становиться звездой Ютуба. Вот, не нужно. Счастье, пускай оно будет независимым. Да, пускай оно зависит от тех потребностей, которые уже нельзя оторвать от счастья. А вот добавлять к этому не нужно. Значит ли это, что не нужно делать попытки? Нет, не значит. Ведь я говорю, что не нужно прикреплять счастье к этим попыткам. Мы в жизни можем все что угодно. Это наше право. Захотел ютубом заняться? Пожалуйста. Но будь внимателен, чтобы не получилось так, что вот если у тебя не получится, то ты становишься несчастным. Почему? У тебя что-то получается, что-то не получается. Иначе твое счастье будет вот как, вот так вот. Сегодня счастлив, завтра несчастлив. А это уже не совсем счастье, если вот так, скачками, причем быстрыми, да, сегодня, завтра, и даже, или даже в одном дне. То ты счастлив, то несчастлив. Плавность нужна, чтобы наш график нашей жизни более-менее плавный был. Я говорил в одном из видео, что график счастья похож на возрастающую синусоиду, то есть синусоида, которая лезет вверх, да, но я не имел в виду, что вот в одном дне прямо вот так счастлив, несчастлив, счастлив. Нет, как раз я не имел в виду синусоида в плане счастлив, несчастлив, а это синусоида в смысле что-то получилось, что-то нет, удачи, падений и так далее, но само счастье к этому не прикрепляется. И человек просто вот так, он вот на это установил себя. Вот. Что-то получилось, что-то не получилось. В чем-то успех, в чем-то неудача, и все равно он счастлив. Он счастлив. Он даже во всем этом счастлив. Он понимает, это его философия жизни, что так оно и должно быть. Что-то получается, что-то нет. Пробую, не получается, много раз пробую. Может, никогда и не получится, и это возможно. Вот так. Вот так. И тогда наше счастье получает шанс развиваться, потому что оно получает независимость, свободу. Мы ведь все хотим свободы. И счастье тоже. Оно хочет свободу от будущего, не быть каким-то тросом, прикрепленным к будущему. Будущее тащит его просто, вот, и счастье просто уходит. И мы его не можем догнать. Будущее же это не настоящее, а счастье это настоящее. Счастье это здесь и сейчас. Вот таким должно быть счастье. Вот. Другое дело, что я говорю, брать счастье и от прошлого, и от будущего, и от настоящего, это с этим не связано, то, что я сейчас говорю. Это другое. Вот когда счастье вот как настоящее есть, вот это счастье, которое в настоящем, его не нужно выбрасывать в будущее. Оно должно быть настоящим. И вот тогда мы, и к этому мы добавляем, что мы пробуем, развиваем умение наслаждаться хорошими воспоминаниями, всем тем, что было хорошего. И тем самым мы черпаем счастье в таком случае из прошлого. И не трогаем счастье, которое в настоящем. Это другое. Это другое, это настоящее счастье. Вот. Мы также черпаем из будущего, опять же, но это не то счастье, которое у нас сейчас, здесь и сейчас. Вот так вот. Эти три счастья из трех мест временных не путаем друг с другом. Вот. А развиваем параллельно все три. Вот.
Все, мысль завершена, коровы меня ждут, а точнее молоко уже в этой маленькой цистерне. Вот, и все, пойду я. Птички поют. Развиваем умение наслаждаться мелочами. Кто-то наслаждается пением птиц, а для кого-то это смешно. Но даже если смешно, пробуем, потому что выгодно же это. Хотя бы вот из-за этого. Выгодно же добавить еще что-то, да, в твою копилку. Еще одну монету бросить. Богаче же становишься. То есть вместо того, чтобы смеяться над людьми, которые умеют это делать, насладиться какой-то музыкой. Ну, музыка, как бы музыкой почти все наслаждаются, потому что она есть на любой вкус. Ну, скажем, насладиться природой. И не просто природой, ведь на природе тоже почти все любят быть, а вот пением птиц, дуновением ветра, самим течением жизни, да. Вот я вот сейчас живу, вот этим насладиться. У нас просто атрофировалось, у многих из нас, но то, что она атрофировалось, но не так, что вот безнадежно, можно восстановить. Многое, что мы потеряли, то, что было в детстве мы выходили во двор, жизнь кипела, мы радовались, и потом многое из всего этого атрофировалось. Но это можно восстановить. Да, впасть в детство в таком случае, в хорошем смысле, да, не в плохом, а в хорошем смысле. Вернуть себе. А что здесь такого утраченное? Разве плохо захотеть вернуть утраченное? Нет. Вот поэтому, но мы должны вот в этом направлении всегда быть, да, всегда. Вот поют птички, вот попробуй просто послушать и настроиться на спокойствие, насладиться тем, что вне тебя, и самим собой тоже. Ведь ты же сам наслаждаешься всем этим, так можешь наслаждаться и самим собой. Вот. И таким образом практиковать. Ведь важно практиковать. Да, вот услышал что-то, а это ничего не даст, если ты не начнешь это делать. Практиковать надо. Вот. Вот и сижу я сейчас здесь, да, вот слушаю птичек, наслаждаюсь этим умиротворением. Здесь все спокойно, без шума, без шума и пыли. Все хорошо. Луга, горы, леса. Казалось бы, это все не намажешь на хлеб, не положишь в карман. Но здесь и кроется вот проблема, да. Если у кого-то вот такое, вот так он видит жизнь, что он может только насладиться тем, что можно съесть и в карман положить. Да, это тоже два вида наслаждения. Но, но, можно и насладиться и тем, что не намажешь на хлеб и не съешь, и не положишь в карман. Можно, да. И это утонченные виды наслаждения. Утонченные. А вот чисто физические, это очень простые виды, даже животные могут этим наслаждаться, да, потому что они тоже хотят есть, и они тоже наслаждаются. У них тоже есть чувство вкуса, чувство то, что уже насытились и так далее. Но мы должны не только это иметь, но и использовать нашу надстройку, да, иметь то, что выше этого. Выше не означает, что это плохо, а то, что выше хорошо. Нет, все это хорошо, все. Вот из этого мы всего и состоим. Тогда будет полный комплект счастья. Счастье тут, счастье там, везде счастье. Все работает.
утонченные виды счастья, обычный животный уровень. Ну, это не в обиду будет сказано, но мы как бы в телесном плане, в принципе, мало отличаемся от животных, но мы отличаемся, потому что у нас есть ум, и многое мы можем наслаждаться музыкой, да, наслаждаться просто тем, что видим, да, природой. Вот так. И делаем это. Делаем это вот прям с утра. Проснулся, пробуешь насладиться спокойствием, тем, что началось, тем, что жизнь опять включилась. Вот так. Вот сидишь, проснулся, сел. Не нужно сразу вставать, это не совсем полезно для тела. Тело лежало 8 часов. Самое хорошее, оптимальное просыпание, это когда ты проснулся. Ну, ты можешь полежать чуть-чуть, дело не в этом, но я имею в виду, когда ты вот встаешь, да, то не вставай сразу, а сядь. Вот сядь на кровать, если это кровать. Я, например, время от времени сплю на полу. Мне нравится спать в разных местах. Я могу спать просто на полу, без ничего, на жестком полу. Так вот, и сидишь так, ну, минуту, пару минут, да, все, тело в промежуточном состоянии. Теперь тело готово к тому, чтобы встать. То есть, чтобы на сердце не было резкой нагрузки. Ну ведь сердце же 8 часов, это же немало, 8 часов почти полной отключки. Да, сердце отдыхает. Вот почему утренний бег не совсем полезен. Утренний бег, скажем так, не полезен в этом смысле. Потому что это резкий переход от совершенного отключенного почти полностью отключенного состояния в физическое активное состояние. Резкий переход. Не полезно. Вот. Итак, сидим минуту, две, не знаю, вот так. Недолго. Ага. Все. Промежуточное состояние. Все, потом вертикальное. Стоим и пошли. Пошли и пошло, поехало. Может быть, гимнастику сделаем, может быть, прогуляемся и так далее. Начинается новый день. И наше счастье пускай не будет зависеть. Оно само по себе. Оно пускай не будет зависеть, что, что вот мой YouTube канал заброшенный, что YouTube его просто выбросил, что он не работает, что хуже быть просто не может. Я все это пережил. Мне помогло, кстати, то, что я послушал одно видео и понял, что вот так оно и должно быть. Что ты должен дальше делать, если хочешь. И YouTube потом увидит, что да, есть развитие, и он как бы начнет тогда продвигать свой канал. Да? Вот. А у меня в чем проблема? В том, что я технически очень не развит. Вот сейчас я снимаю вот это видео. Вот, пожалуйста, просто включил телефон и разговариваю. И для меня накладно что-то здесь технически это совершенствовать, это все. И не только, но еще и то, что я и не умею это делать, я должен учиться. Вот. Но пускай мое счастье не зависит от всего этого. Да? Пускай это будет само по себе, а мое счастье само по себе. Вот и все. Вот самое лучшее. И это удастся сделать. Это же несложно. На это нужно просто настроиться. Вот так. Все. Я выключаю. Потому что 20 минута на подходе. 19:15. Возьму молоко. Вот в этом бидоне. Бидон, да, называется? Пиво в бидоне. Ну, теперь здесь будет молоко. Все, пока.